Привет, я Саша, это мой канал Cooking Time. Сегодня будем печь булочки-ватрушки. Да не просто какие-то там, а невероятно вкусные, со сливочно-кремчизной начинкой, с ягодами. У меня будет клубника, но на самом деле вы можете брать любую ягоду. И фрукты можете брать, и даже замороженные. Как всегда, следите за руками. Поехали. Тесто дрожжевое, ему потребуется время на расстойку, но при этом все действительно делается очень просто. Да, тыц-пыц и готово. Теплое молоко, не горячее, теплое, чуть прогретое в микроволновке до теплого состояния. Добавляю туда буквально чайную ложку сахара из общего количества. Перемешиваю и добавляю дрожжи. Тоже аккуратно, слегка перемешиваю, накрываю полотенцем и оставляю минут на 10. Дрожжи должны активироваться, проснуться. Просыпайтесь, дрожжи. И когда дрожжи активируются, вот так вот вспенятся хорошенько, берем чашу для смешивания, добавляем туда муку, сахар, оставшееся все количество, и немного соли. Венчиком все это хорошенько перемешиваем, тщательно распределяя, делаем в середине небольшое углубление и вливаем туда молоко с дрожжами. Туда же сразу добавляем яйца. Яйца берем комнатной температуры. Для этого достаем их из холодильника заранее или ненадолго помещаем в теплую воду. И чтобы булочки получились еще вкуснее и ароматнее, немного ванильного экстракта. Если нет у вас ванильного экстракта, просто часть сахара заменить ванильным. И также заранее из холодильника необходимо достать сливочное масло. Его нужно порезать небольшими кусочками и оставить при комнатной температуре. Масло должно быть мягким, размягченным. Держим рядом, оно нам скоро понадобится. Берем какую-нибудь ложку или лопатку и аккуратно начинаем все это в чаше смешивать. Соединяя муку с жидкими ингредиентами, вмешивая яйца, все это там распределяя, чтобы никаких сухих участков муки в чаше не осталось. Все должно соединиться в такое однородное, липкое тесто. И когда мука вся вмешается, можно подключать руки. Тесто очень липкое, но пусть это вас не пугает, не спешите ни в коем случае добавлять больше муки. Когда все там хорошо перемешается, когда убедитесь, что никакой сухой муки в чаше не осталось, можно начинать добавлять масло. Добавляем его по чуть-чуть, небольшими кусочками, интегрируя его туда в тесто. Как только вмешали один кусочек, добавляем следующий. Помогаем тесту отставать от бортиков дна чаши. И вот так кусочек за кусочком добавляем в тесто все масло, в процессе теста вытягивая вот так вот. Тесто все еще очень липкое, и еще раз повторю, не спешите добавлять еще муку. Само собой, этот же процесс, замес теста, можно сделать с помощью миксера. Когда все масло уже будет добавлено, интегрировано в тесто, перекладываем на столешницу и месим до гладкого, эластичного теста. Обстукиваем об столешницу, поколачиваем нежно и любя. В общем, все как всегда. И в какой-то момент вы почувствуете, увидите, что тесто уже не будет липнуть к столешнице, будет легко от нее отставать. К рукам тоже перестанет липнуть. В результате должно получиться такое эластичное, но при этом мягкое и очень-очень нежное тесто. Не нужно прилагать никаких усилий, оно легко растягивается. Такой спокойный, комфортный замес обычно уходит минут 10-12. Если чувствуете, что количество муки, указанное в рецепте, никак не справляется, мука у всех разная сила муки, влажность муки. Если чувствуете, что нужно добавить еще, по чуть-чуть добавляйте, но не сразу много. Вот именно по чуть-чуть, проверяя, как этого количества хватает. Не забивайте тесто сразу большим количеством муки. И смотрите, какое оно эластичное. Его прям можно вот так вот легко растянуть. Практически до прозрачности уже тесто можно растянуть. Это значит, тесто готово. Собираем его вместе, вот так вот подворачивая края вниз, делая тесто максимально гладким, собирая его в такой гладкий шар, колобок. И помещаем его в чашу, смазанную маслом, тонким слоем, сливочного или растительного, какого угодно. Накрываем чашу пищевой пленкой или влажным полотенцем и убираем в теплое место
Где-то на 1,5 часа тесто должно хорошенько подойти, увеличиться где-то в 2-2,5 раза. Небольшое напоминание про лайки. Друзья, пожалуйста, не забывайте про них. Можете поставить в конце, если видео понравится, а можете прямо сейчас авансом, а потом, если видео не понравится, заберете. Но, пожалуйста, про лайки не забывайте. Эта поддержка для меня очень важна, и за нее вам я очень благодарен. Продолжаем. Вот так роскошно поднялось тесто, хорошенько подросло, да что ж такое, хорошенько подросло и пахнет невероятный просто аромат сдобного теста с ванилью. Просто переворачиваем чашу и выкладываем тесто на столешницу, растягиваем его в такую длинную колбасень одинаковой толщины и нарезаем на 12 частей. Так, чтобы все части были плюс-минус одинаковыми. Нарезанное тесто, все эти кусочки обязательно накрываем полотенцем, чтобы ничего не пересыхало. 2 противня, застеленных бумагой для выпечки. 2, потому что булочек у меня будет много. Если хотите, можете уменьшать количество на 1 противень или увеличивать на 3 противня, как вам больше нравится. Булочкам потребуется место на противне, поэтому я буду использовать 2. И дальше все тоже очень просто. Берем кусочек теста, вот таким вот образом, подворачивая края внутрь, формируем гладкий колобок, защипываем хорошенько внизу. Вот такой колобок получается. И выкладываем на противень. И так со всеми кусочками теста. Гладкий, такой достаточно плотный колобок. Обязательно защипываем все снизу и выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, швом вниз. Сохраняя на противне большое расстояние. Работа несложная, приятная, и вообще все это можно делать целой семьей, привлекая и детей. И когда весь противень заполнили, просто берем вот так вот ладошкой и слегка, совсем слегка, колобки прилепешиваем. Но не прям в плоскую и тонкую лепешку, а прям совсем слегка. Чуть-чуть ладонью прилепешить. Первый противень готов. И все то же самое. Формуем такие заготовки колобки, защипываем снизу и швом вниз на противень. И слегка ладонью, нежно и любя, прилепешиваем. Накрываем заготовки пищевой пленкой. Нужно дать им подойти, где-то минут 40. А пока колобки прилепешенные подходят, не бездельничаем. Нам нужно приготовить начинку. Как я сказал, я в начинке буду использовать клубнику. Вы можете брать какую-нибудь другую ягоду или фрукты, использовать замороженные ягоды и фрукты. У клубники просто отрезаем хвостики, попки, плодоножки, что там у вашей клубники имеется. И нарезаем клубнику достаточно крупно, совсем крупную. Такими крупными кусочками среднего размера можно просто на четвертинки, а маленькую можно просто пополам. Ну и, конечно, в процессе не забываем закидывать клубнику и в себя. Лето все-таки. Порезанную клубнику возвращаем в чашу. К клубнике добавляем цедру лимона, только самую верхнюю желтую часть. Туда же в чашу добавляем сахар, или можете использовать, как я, сахарозаменитель и кукурузный крахмал. Тщательно, но бережно и нежно перемешиваем. Стараемся при перемешивании не помять клубнику, не повредить, оставить все вот эти вот кусочки, все клубничинки целыми. Пока отставляем в сторону. Кроме клубники в начинке у меня будет также такая сливочно-сырная прослойка а-ля чизкейк. Сливочный сыр. Добавляем сахарную пудру и какой-нибудь ароматизатор. Какой-нибудь экстракт. Я буду использовать любимый ванильный. И с помощью миксера все это нужно смешать в однородный крем. Добавляем яйцо и снова все хорошо перемешиваем до полной однородности. Начинка готова. Пока ставлю ее в холодильник, чтобы она здесь не перегревалась и не была в результате слишком жидкой. И также необходимо сразу подготовить крошку штрезель. Для этого просто в чаше соединяем муку, сахар или сахарозаменитель и кусочки охлажденного сливочного масла. Все это необходимо перетереть в крошку, чтобы никаких крупных кусочков масла не осталось. Пока тоже ставим в холодильник, чтобы масло не таяло. Все подготовили. Тесто вот-вот подойдет. Пора разогревать
духовку. До 185-190 градусов Цельсия, 365-375 Фаренгейтах. Выговорил. Тесто вот так вот хорошо подошло, но нет места для начинки, и мы его сейчас будем организовывать. Берем какую-нибудь стопочку, стаканчик, баночку, формочку, устанавливаем ровно посередине и вот так вот приплющиваем. Хобана! По центру приплющили и получили почти ватрушку. Так вот хорошенько прям. И проделываем это со всеми буляшками. Оп. И образовавшееся углубление заполняем крем-чизовой начинкой, поровну ее распределяя по всем будущим ватрушкам. Увлекся и чуть не забыл. Это лучше сделать перед тем, как будете добавлять начинку. Взбиваем яйцо и с помощью кисточки покрываем тесто по краям. Это сделает ватрушки аппетитными, золотистыми, красивыми, солнечными. Но, повторюсь, удобнее это делать перед тем, как будете добавлять туда начинку. Смазали яйцом, заполнили крем-чизом и теперь сверху на всю эту красоту выкладываем клубнику. Только ягоды, сок, который выделился из клубники, оставляйте в чаше. Но если что-то где-то куда-то потечет, не страшно. Это все сделает ватрушки еще более красивыми, уютными и аппетитными. И сверху на все это высыпаем штрезельную крошку и в серединку, и на бортике хорошенько посыпаем вот этой вот вкусной крошкой. Ставим булочки, тяжеленькие противни, ставим в духовку, уже разогретую, до 185 градусов Цельсия, 365 Фаренгейтах. Так как у меня два противня, я их поставил на два уровня в духовке, ближе к концу я поменяю их местами, чтобы булочки подрумянивались равномерно. Выпекаться они будут минут 20-22, они должны еще подняться, должны подрумяниться, начинка там должна там так красиво подзапечься, но ни в коем случае ничего не должно сгореть, поэтому следите. Какая это красота! И как это вкусно пахнет. Это пахнет просто нереально. Это пахнет и ванилью, и клубникой запеченной, и сдобным тестом. И это все вот здесь вот вокруг. Это просто невероятно. Булочкам, ватрушкам нужно дать немного, буквально пару минут отдохнуть на противне. Затем с противня снимаем и оставляем уже подостыть. Но вы же сами понимаете, что дождаться полного остывания и не попробовать ни одной – это просто преступление. Хороши они и в теплом виде, и в остывшем виде, и в холодном виде. Можно заморозить, потом разморозить, подразогреть, и они все еще будут невероятно вкусные. В общем, дожидаемся, когда чуть-чуть подостынут, и будем наслаждаться. Как это вкусно пахнет. Это прям лето, 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 лето. Лето и на вид, лето и в аромате. И на вкус это тоже лето. И все это невероятно аппетитно. Клубника так подзапеклась. Вот эта вот сливочная начинка там просачивается. Корочка такая румяная. И вообще ватрушка румяная со всех сторон. Я больше держаться не могу. Очень-очень вкусно. Нежнейшая начинка, вот эта вот крем-чизная, сливочная, с нотками ванили, такая слегка солоноватая, подчеркивает сладость и яркость вкуса клубники. Лимонная цедра, кстати, здесь тоже дает свою такую освежающую нотку. И сама булочка, она просто нежнейшая, она просто тающая, она воздушная. И вот эта вот штрезельная крошка, она тоже дает свой эффект хрустящестью, подчеркивает все вот это вот нежное, и начинку, и булочку. Это так вкусно, что хочется танцевать. Невероятно. И остановиться невозможно. И она прям исчезает кусочек за кусочком. Она тает, растворяется. Очень-очень вкусно. Вот это все мне, да? Да, это все тебе. Ну ты посмотри, какое это чудо. Прям даже есть жалко, так красиво. Ты это каждый раз говоришь. Ну, Все равно ешь. Ну а что делать? Знаешь, дегустировать, оно само себя не продегустирует. Я понимаю, что это вещи, которые я говорю последнее время, последние несколько рецептов постоянно, но это пахнет как лето. Это же какое-то прям волшебство. Она такая пышная, такая воздушная, такая невероятно волшебная ватрушка. Здесь вот этот
все вкусы, и сливочный сыр, и клубника. Вот эти вот штучечки, насыпанные сверху, тоже такие прекрасные и очень приятные. Вот это вот прекраснолепие всем срочно надо. М. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки. Напоминаю, пожалуйста, не забывайте, это важно. Комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. В общем, все как всегда. Да, и как всегда, всем желаю хорошего настроения, всего самого доброго, летнего, вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока.